Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я хочу вам ответить на вопрос, как кроить в две длины. Для чего мы должны кроить в две длины? Ну, во-первых, это, возможно, фасон, то есть какая-нибудь расклешенная юбочка, да, юбка трапеция, либо это, допустим, по краям, вот она у нас кромочка, по кромочкам идет принт, и с одной, и с другой стороны, а нам принт не нужен, допустим, однотон, да, посередине, тогда мы берем две длины. Ну, или третье, это если мы просто не помещаемся в одну длину. Сейчас я покажу разницу, да, что такое одна длина и что такое две длины. Смотрите, вот мои кромочки, вот она кромочка и вот она кромочка. То есть, соответственно, вот это у нас ширина, вот это у нас длина. Если мы складываем вот так пополам, кромка с кромкой, то есть по ширине, это у нас получается одна длина. В эту длину, допустим, мы кроим брючки, да, в эту длину, то есть в эту ширину, получается, мы с вами входим. Вот так мы начинаем кроить. Здесь передняя половинка, далее обхват бедер с прибавками, задняя половинка, и вот они наши, получаются, брючки, да. Отсюда мы откладываем с прибавками, опять же, длину брюк, и вот она у нас одна длина. Если мы сюда по обхватам, по бедрам, допустим, не помещаемся, то нам необходимо две длины. Тогда мы вот так разворачиваем. Опять же, вот она у меня кромочка в руках. И сворачиваем вот таким образом. Находим длину. Не забывайте о прибавках, да? Должна быть прибавка для резиночки, умноженная на 2. Должна быть прибавка для подгибки. И если мы, допустим, кроим брючки, мы измеряем длину брюк от талии до пола, независимо от того, что у нас будет еще на подгибку и на резиночку. И прибавьте еще пару сантиметров на всякий случай. То есть я всегда себе добавляю пару сантиметров. Вот она, пожалуйста, ваша длина, умноженная на 2. Вот она у меня тоже две кромочки. Но смотрите, вот так у меня ширина. Вот она ширина полностью 150 сантиметров. И там тоже две кромочки. Вот они, пожалуйста, две длины. Да? Вот. Вы измеряете, вот так складываете, и вот они две длины. И вот так вы уже кроите для себя брючки. Вот она ширина. Вы, допустим, отсюда откладываете переднюю половинку, далее бедра с прибавками, заднюю половинку. У вас еще останется какой-то кусочек, ну, не знаю, для пояса, для топа, для маечки какой-то. То есть, ну, просто вот выпад останется для чего-нибудь. Еще можно что-нибудь сшить. Вот. Я надеюсь, понятно объяснила, что такое две длины. Две длины ткани. Но это я просто, как бы, я сейчас шить не собираюсь, просто решила отснять вам такое короткое видео, ответить на ваш вопрос. Кто-то спрашивал, что такое две длины ткани. Вот. Сейчас я шить брючки не собираюсь, но я хочу вам показать один момент. Так, я сейчас вот так сложу ткань, чтобы мне было удобно, и мелочком вам прорисую, да. Хочу показать разные фигуры по бедрам. Бедра у нас тоже у всех разные, да, у кого-то есть галифе, у кого-то бедер вообще нет, как у меня, просто вот, ну, нет. У кого-то больше вот здесь, а у кого-то меньше вот здесь. То есть у кого-то при большом объеме, обхвате бедер тоненькие ножки. То есть вот это, да, моменты, вот эти я хочу сегодня еще дополнительно обговорить. Но я сейчас быстренько набросаю силуэт брючек. Прям вот так на ткани. Сейчас вот здесь вот выделю. Отсюда набросаю. Просто не краю брюки, а просто набросаю, да, чтобы вы понимали, я хочу именно боковую линию сегодня показать. Так, ну пусть будет, наверное, вот так. Вот так. Так, ну приблизительно вот у нас будет линия сидения. Так, вот эти метки вниз откладываю. То есть 1/20, то я сейчас стандарт говорю, 1/20 обхвата бедер, далее половина обхват бедер с прибавками.
вот она, и 1/10 обхвата бедер. Уже говорила не раз, что если у вас есть животик, то вот сюда не 1/20, а, допустим, 1/20 плюс 1 сантиметр, 1/20 плюс 2 сантиметра, 1,5 сантиметра, 2,5. То есть сюда для животика нужно добавить место. Как мы для ягодиц сюда добавляем, для животика сюда тоже нужно добавить. То есть, если у вас есть животик. И уже от этой линии вы откладываете половину обхвата бедер с прибавками. Далее мы вот эту часть делим пополам. Именно вот половина обхвата бедер с прибавками, да? Мы ее делим пополам, и это у нас будет боковая линия. Допустим, мы с вами делаем... Так, сейчас выточки я не беру во внимание, все это есть у меня в базовой выкройке. Смотрите, я сейчас даю, то есть делаю акцент на боковую линию, потому что бока у нас у всех разные. Смотрите, вот она у меня линия сидения. Мы находим с вами линию бедер. Допустим, вот она у меня 16 сантиметров, да? Линия сидения, линия бедер обязательно. Теперь мы с вами, допустим, делаем приталивание по бокам. То есть я выточки, еще раз говорю, не беру во внимание. Если это задняя половинка, задняя, а это передняя, то к задней половинке, то есть по задней половинке я откладываю 1, а по передней половинке в 2 раза больше, 2. Если, допустим, вы приталиваете 0,5 по задней половинке, то по передней 1 сантиметр. Если вы приталиваете по задней половинке 1,5, то по передней 3. То есть понятно, да, что мы приталиваем в 2 раза больше по переду, чем по спинке. Почему? Потому что по спинке выточка больше, и если когда выточка сшивается, вот здесь получается остается меньше. То есть на заднюю половинку шов вот этот может просто уйти дальше, а мы вот таким образом ее просто, ну, слегка выравниваем, да, мягко говоря. Выточка по переду, она более такая узенькая. Поэтому вот здесь вот так, то есть я сейчас вот соединяю выточку, то есть у нас уже получается начало такого рельефа по задней половинке, да. Далее, допустим, мы сейчас с вами найдем колено от паха или от линии сидения. У меня 30 сантиметров, проводим вот так линию. Далее мы, допустим, делаем заужение по колену. Ну, допустим, да, я сейчас вот так вот прорисую меточки, да. И теперь смотрите, если у вас нет галифе, если у вас вот здесь ничего нет, то есть вот как у меня, да, бедра отсутствуют, можно сказать, тогда мы вот эту точку по колено ведем до линии бедер. Вот так. А если у вас есть галифе, то есть кроме того, что у вас бедра, еще вот здесь вот галифе на ляшечках, да, тогда вы ведете вот эту точку вот сюда, к линии сидения. И у вас получается, смотрите, вот она, задняя половинка, да, допустим, для брючек с галифе, вот она. А передняя половинка у меня идет отсюда, вот она. И минуя линию сидения, идет уже вот сюда до линии колена. Если бы, допустим, я сейчас вела вот так, стереть, наверное, нужно чем-нибудь стереть. Сейчас вот эту вот линию сотру. Смотрите, если я, допустим, буду вести по переду тоже через сидение, через линию сидения, то есть вот такая у меня получается уже линия, да, округлость. А если, допустим, для моих бедер, то вот это все лишнее. Для моих бедер я буду кроить вот так. От линии бедер, смотрите, насколько, да, я забираю. То есть вот это у меня все лишнее. Для меня это все лишнее. Вот она, пожалуйста, разница. Разница в 3 сантиметра. 3 сантиметра здесь, 3 сантиметра здесь. То есть вот эта вот мешковитость мне не нужна. Я ее убираю. Я веду линию на заужение от линии бедер. А если, опять же, если есть здесь округлость, то вы ведете от линии сидения. Понятно, да? Вот она, вот она. Вот сюда расходится, и вот она.
Ну и в принципе, наверное, это все, что я хотела рассказать. Дальше вы просто кроите брючки. То есть сколько вы заузили здесь, столько вы заужаете и сюда. И здесь вы уже, допустим, вот вы ведете. То есть я говорю, это не урок кроя брюк, это просто момент, какой должна быть боковая линия для какой фигуры. Да? Тут уже как бы так. Ну, я как бы для себя прорисую брючки сейчас. Вот здесь у нас идет, уменьшается вот сюда линия талии, да, вот сюда. Брюки как брюки. Ну и дальше мы можем уже делать либо прямые, либо дальше еще заужать. То есть это уже ваше дело. То есть от колена мы можем вести совершенно прямо. А можем вести, ну, допустим, сколько у нас. Кстати, как измерить длину брюк? Уже не от верхней линии, а от линии, которую вот я сейчас прорисовала, да, от этой линии по центру. Вот она, от новой линии талии. Отсюда мы с вами уже измеряем длину брюк. Когда я говорила, прибавьте еще пару сантиметров, вот они как раз пара сантиметров. Когда мы наклоняем нашу линию вперед, линию талии, то вот она как раз линия, то есть вот эти 2 сантиметра. Вот отсюда можно вполне уже, там резиночка, допустим, 4 сантиметра, если ширина резинки 2. Вот сюда мы можем, вот допустим, у меня 103 сантиметра моя длина брюк. И, допустим, мы еще прибавим 3 сантиметра на подгибку, да? Так, вот так мы с вами прорисовываем линию низа. И так, здесь можно сделать заужение, а можно оставить так. Допустим, сюда. Вот так. А, еще посерединке, да? У нас еще есть серединка. Я думаю, что я показала очень важный вопрос по боковой линии, да, при построении брюк. Я думаю, что это будет полезно для всех. Кстати, мы можем с вами рассчитать, войдем ли мы в одну длину. Так, давайте так. Сначала с моего размера. 100 сантиметров обхват бедер сразу делим пополам. Так, прибавка к общему обхвату бедер 10 сантиметров в среднем, значит, делим пополам плюс 5. Значит, 5 пишем, прибавка, плюс к 50. Далее, на переднюю половинку у меня это получается 5, то есть 20%, да, опять 5. И плюс на заднюю половинку 10%, это 10 от 100. То есть мы уже здесь от 100. Передняя и задняя половинка высчитывается от общего обхвата, а прибавка уже к половине. Да? То есть 50 сантиметров это половина моего обхвата бедер, 5 сантиметров это половина прибавки общей, и дальше уже 5 и 10 это уже от обхвата бедер полностью. Давайте посчитаем. 50 плюс 5 плюс 5 плюс 10 это будет 70. То есть я вхожу, и у меня еще там остается 5 сантиметров. Но опять же, смотрите, 5 сантиметров, даже, наверное, пара 2-3 сантиметра на погрешность всегда мы должны прибавить. То есть, допустим, я прибавлю себе 2 сантиметра, 72 сантиметра мне нужна. Но тут как бы роли не играет, да, моя цифра. Если мы возьмем побольше, пусть будет, так, сейчас мне, наверное, понадобится калькулятор считать, я в уме уже сложновато. Давайте возьмем 110. Ну, все равно, чтобы легче было считать. Да, 55 это пополам, 55. Далее половина прибавки это опять же 5. Половина прибавки, потому что половина 55 плюс 5. И дальше рассчитываем. Передняя половинка и задняя половинка. 110. Так, 110 мы делим с вами на 20. Это будет 5 и 5. И 110 мы делим на 10. Получается 11. Прибавляем. Значит, 55 плюс 5 плюс 5 и 5 и плюс 11. 76 с половиной. То есть вам не хватает уже
1,5 сантиметра, да, но и то, учитывая, что так, 76,5 и плюс на погрешность ткани, на свою неопытность и так далее, а если есть еще животик, то вы уже просто не войдете. Допустим, если я прибавлю на погрешность 2 сантиметра, 76, ой, 78,5. Смотрите, если ваша ткань, допустим, футер или еще какая-то бывает ткань, 180 сантиметров, 160 сантиметров шириной, то есть нестандартная ширина, то тогда вы сюда войдете, да? 160 у нас, если, допустим, то получается 80. Вы даже с погрешностью сюда войдете. Если 180, так вообще там даже и, наверное, 120 войдет. В общем, я рассказала, как нужно высчитывать, как нужно рассчитывать, потому что, смотрите, у меня получается 72, но ткань бывает шириной 140. Да? То есть тут нужно тоже смотреть, какая ширина у ткани. Когда вы покупаете, обязательно это смотрите. Обязательно рассчитывайте. Если, допустим, мы с вами шьем брючки с боковым швом, то мы должны прибавить с вами еще 2 сантиметра минимум на швы. Вот здесь дополнительные боковые. Да? Допустим, ко мне, к моему вернемся, плюс 2 сантиметра на шов, то есть у меня здесь получается 74. И если, допустим, даже с погрешностью в 2 сантиметра я сюда войду. Если мне нужен сантиметр для животика, я все равно сюда войду, плюс 1 сантиметр. 75 как раз получается 100% я сюда вхожу, да? То есть вот в любом случае одна длина для 100 сантиметров вполне подходит. Если у вас обхват бедер больше 100, то тоже нужно высчитывать. То есть в любом случае для начала мы с вами измеряем себя, обхват бедер, смотрим, какая у нас ширина ткани и уже рассчитываем, да, то есть, ну, в любом случае, даже мои 100 сантиметров не войдут, если ткань будет шириной 135, 140, даже 145, я не войду. Ну, может быть, войду прям тютелька в тютельку, но и уже прибавка будет не 10, допустим, а 8 сантиметров. Кстати, да, 10 сантиметров это такая средняя прибавка, да, то есть можно прибавить 8 с учетом ткани, ой, с учетом припусков на швы, 8-6 сантиметров, но учтите, что вы будете прям вот облегать. Вот для этих брючек у меня 6 сантиметров прибавка, вот, то есть вполне нормально я себя тут чувствую. В общем, сегодня мы хорошо поработали. Я рассказала, как раскладывать ткань, если нужно 2 длины, как высчитывать ткань, нужно ли нам покупать 2 длины или 1 длину. Да? Тут, кстати, даже вернусь к началу, не только зависит от того, входите ли вы по объемам, а зависит от того, что вы хотите от ткани. То есть, если есть принт, он может быть, знаете, может быть середина без принта. Вот как у меня сейчас покажу. Вот она ткань Барби, да? У меня середина совершенно без принта. Такая же и черная есть. Но уже там остатки, я уже брючки сшила. Вот. Середина только без принта, то есть однотонная. Возможно, вы из-за этого, ну, то есть хотите однотонные брючки или юбку, и вы хотите, вот вам нужно, естественно, будет 2 длины, потому что сюда вы вряд ли войдете в одну, да, длину, без принта. А принт можно потом пустить где-нибудь либо по низу, либо по верху, либо какой-то, может быть, вот так сделать захотите, вот так что-то, да? Вот почему бы и нет. Вот так и вот тут вот так. Вот так. Вот так. Вы захотите, допустим, сделать какую-нибудь тут накидочку или что-то такое. Это очень даже прикольно будет смотреться. Вот. Если, допустим, принт может быть разный, в каком смысле? Может быть, с одной стороны, вот, может быть, с одной стороны одно, с другой стороны другое, да? Вот так. А вы хотите, например, только зеленое или только розовое. Вот. Поэтому, конечно, вам нужно 2 длины. Я не обязательно говорю, что вот такой вот принт. А у меня, помните, был костюм, не было, он есть, конечно же, мой любимый костюм из трикотажа, когда я там выкладывала выкройку, и у меня получилось вот так. В горошек темно-синий с белым, у меня получилась одна сторона синяя, она переходит в ногу, в штанину, а вторая сторона белая и переходит опять же в штанину. То есть вот так, да, может быть, вам... Там я вообще извращалась так, как, наверное, никогда не извращалась. Вот. Поэтому тут как бы причины бывают разные.
каким образом раскладывать ткань в две длины, я показала. Каким образом рассчитывать, войдете вы в одну ширину или нет, я показала. Да? Я надеюсь, что видео было для вас понятным, полезным, информативным. Ну и еще раз приглашаю всех подписаться в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка». Подписывайтесь, переходите в группу «Балаболики». Мы там общаемся на разные темы. Девочки советуют друг другу. Кстати, очень приятно, да, когда не молчат, а именно кто-то спрашивает совет, кто-то дает совет. Потому что девчонки не обязательно там вот, ну, шитьем, да, занимаются. Кто-то шитьем, ну, допустим, больше рукоделием. Кто-то делает красивые стежки. Вот буквально недавно показали, нам Софья показала свои работы, сумочки, да, и стеганые. Но это просто невероятно, нереально. А кто-то учится, кому-то она дает советы. Это же вообще здорово, да, классно, когда мы можем друг другу что-то советовать. Мы можем без стеснения спросить, задать какой-то вопрос. Может быть, кто-то знает, что где найти или что как сделать, как правильно, как лучше. Ну и кто-то, не обязательно я, а другие девочки советуют, дают советы и какие-то рекомендации. Так что подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка» и общайтесь с удовольствием и со мной, и между собой. А на сегодня всем пока. До новых встреч!